Так, всем привет. Сейчас скажите мне, что там по YouTube, будет видно или нет. И приступаем к утреннему эфирчику. О, Хамо, привет. Виктор, ой, привет. Виктория. Так, Хамло, говори. Слав, добрый день. Особо говорить нечего. Ждем от тебя, как говорится, хороших новостей. Новостей от меня, скорее всего, будут плохие. Скорее всего, плохие. Да. Ну, потому что все на самом деле... Тут, конечно, хочется спеть песню, что все замерло в лесу, потому что на самом деле реально полная тишина. Все встали в ожидание. Вообще, я посмотрел сейчас российский рынок, посмотрел американский рынок. Все в ожидании. Все стоят, все ждут. Естественно, Пауэлла все ждут. 5 часов. И, ну, продолжение Джексон Холла. Как ты начал говорить, потому что все цели вдруг начали резко проседать. Да, да, это прям видно. Идет прям ожидание. Вот прям, вот я говорю, вот в такие моменты как раз надо и смотреть на вашу технику, которую вы там себе когда рисуете и так далее, чтобы четко понимать, что вот здесь никакой техники, чистой воды, вот прям видно, как работает фундаментал. Акция останавливается, рынок тормозится, все схлопывается и все стоит в ожиданиях. И вот в этот момент вы там по каким-то своим сигналам можете увидеть какой-то абсолютно ложный какой-нибудь или пробой какого-нибудь уровня важного, и будете думать, что все, открылся тренд в другую сторону и так далее. А здесь на самом деле все банально и просто. Я, кстати, посмотрел сегодня, что такое компания Иркут, когда Сергей меня вчера спрашивал. Вообще это серьезная компания на самом деле. Я считаю, перспективы у нее достаточно серьезные. И они фактически делают супер сухой джет 100, они делают МС-221, который, то есть на самом деле это, естественно, будущее России 100%, потому что, хотя бы даже по той причине, что просто иностранные самолеты нам сейчас недоступны. И, естественно, тот же ВЭП, он как раз, скорее всего, вот этот взлет, который произошел, вот то, что Сергей вчера говорил, что это он вдруг улетел на 75, я думаю, что это вот как раз связано, возможно, с этими событиями, когда начали говорить по поводу того, что, видимо, ВЭБ готовил вот эту поддержку, а они как раз, вот Шувалов сказал, что авиационную отрасль они как раз будут поддерживать. Но, на самом деле я смотрел, тот же Иркут заключал договора, например, на продажу сухих этих истребителей сушек 31, по-моему, ой, этот, по-моему, подожди, 27, что ли, я уже не помню, какой там, короче, я просто смотрел историю всего, что они делали, и как бы, короче, военные самолеты, я так понял, они тоже продают, я не знаю, как они производят или нет, то, что они создатели Суперджет и МС, это точно. Вот, поэтому, на самом деле, новости, естественно, там имеют ну, как бы, вообще первоочередное значение, поэтому я не знаю, что он там смотрит сейчас на технике, надо смотреть, прежде всего, естественно, что происходит сейчас в секторе, а в секторе у нас авиации, как мы знаем, большая просадка, поэтому тут надо, конечно, работать. Алексей, добрый день, добрый день. Так, снизить ключевую ставку 16 сентября. Я думаю, что ЦБ сейчас будет смотреть на самом деле, прежде всего, вот он и Сергей появился, вот он как раз. Сергей только-только говорил тебе, про Иркут твой, вот. Короче говоря, насчет... Чё, всем привет. Ну там он, я Сергей, как... расскажите нам, пожалуйста, в какую минуту и секунду мы пойдем на дно, пожалуйста. Минуту и секунду. Короче, смотрите, лучшие минуту и секунду. По поводу ЦБ, снизит ли он ключевую ставку 16 сентября. Я считаю, что ЦБ на самом деле сейчас посмотрит, что будут делать Европа и Америка. Потому что со ставкой, на самом деле, как мы видим, ситуация, она уже, мне кажется, практически сбалансирована. Потому что, естественно, вероятность повышения ставки ФРС и продолжения вообще этой политики, оно на самом деле даже всеми аналитиками оценивается очень сильно. Я вам хочу сказать, что на самом деле все вот по факту на рынке, скажем так, если вот смотреть, скажем, ожидания, именно ожидания, все считают, что ФРС будет очень жесткая,
Потому что вот эта вот целевая инфляция на 2%, ее достичь очень непросто, очень непросто. Как мы видим, фактически замедление экономики США так и не происходит, что бы нам там, как говорится, не рассказывали в наших новостных каналах и, собственно говоря, ну, как говорится, в патриотически настроенных, вот, не происходит у них замедление экономики, все наоборот происходит. Но единственное, что надо оценивать вот эти два риска. Это естественно, продолжение подъема цен на нефть, потому что они могут продолжать. ОПЕК уже показал, что они как бы не будут просто сидеть и смотреть на это. Они все-таки начнут действовать. И второй момент, это, конечно, ситуация, которую сам ФРС может загнать с точки зрения рецессии. Притом, смотрите, какая интересная ситуация происходит. Я теперь примерно начинаю догадываться, почему так американцы вгрызлись в Украину, и почему они так, собственно говоря, прям как бы, ну там всячески будут, я так понимаю, делать все возможное, чтобы этот проект все равно, как говорится, не рухнул. Потому что, смотрите, судя по тому, какая сейчас идет статистика, они же должны сокращать баланс, а они его не сокращают. Они его не сокращают. А бабки где-то берут. Значит, они продолжают наверняка также печатать и надеются, что в какой-то момент, когда они переломят ситуацию на Украине, все это типа отыграет, как говорится, в нормальное состояние. Но на самом деле они все больше и больше риск этот повышают. Все больше и больше. Деньги они эти продолжают печатать. Соответственно, они понимают прекрасно, что инфляция будет все равно разгоняться. И если, соответственно, будет ситуация с нефтью, например, резко опять пойдет вверх, это резко, естественно, выйдет сразу, как говорится, во внешнее поле. Все это увидят, и сами, как говорится, американцы это увидят. И вот при этом они, естественно, должны тогда постоянно повышать ставку. Потому что им нужно будет постоянно сдерживать вот эти вот противовесы. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, вот эти все помощи, как говорится, Украине, вот эти все вложения, они идут прежде всего за счет того, что они и печатают бабки, и одновременно, соответственно, запускают все свои там предприятия и так далее. То есть они таким макаром пытаются, естественно, оздоровить свою экономику, но и в то же время как бы вот этот риск увеличения на самом деле инфляции, он безусловно присутствует. И вот риск рецессии, я думаю, что, наверное, несмотря на то, что рынок его оценивает, все равно риск рецессии, и все говорят о том, что вероятность уйти в рецессию, она все равно растет, она все равно может произойти. И как бы вот этот момент очень все прям отслеживают, поэтому рынки на самом деле сейчас, вот как я и говорил, у 4200 вот эта отметка, это очень тонкая грань. Вот сейчас подняли практически они на 4200, да, вот если мы в итоге пойдем и посмотрим график, то мы увидим, что вчера мы в итоге зафиксировали прям 4200. Правда, по фьючу уже небольшой откат пошел, и это 4182, но на самом деле, типа, они все-таки гонят вверх, типа позитивно все. Сегодня выйдут данные по потреблению, да, у нас это как они, сейчас скажу, как они называются точно, сейчас один момент. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Вот. Это, конечно, еще раз покажет, насколько, собственно говоря, потребители берут эту инфляцию на себя. Вот. Ну, а потом, конечно же, выступит Павел. И, в принципе, они как бы сейчас пока оценивают на самом деле типа позитивно, но что-то мне, господа, подсказывает, что отсюда как раз и пойдет полет. Отсюда как раз и пойдет вот этот расклад в район 4000. Вот что-то мне кажется, прям подсказывает, что здесь как раз вот эта ловушка 4200, она здесь и реализуется. Потому что, еще раз говорю, вероятность того, что ФРС будет агрессивной, гораздо больше, чем наоборот, что они будут более мягкие. Потому что причины у них сейчас оставаться жесткими остаются. Более того, все аналитики говорят о том, что если типа ФРС даст сигналы на то, что вдруг неожиданно они станут мягче, то это приведет к тому, что просто произойдет резкий взрыв прямо на рынке, резко все полетит вверх. Это, естественно, тут же приведет опять к росту, естественно, экономики, а, соответственно, разгону инфляции. И в итоге, короче, они там помнят дату 1970 год. В 1970 год ФРС поступила неправильно. Они вначале ужесточали, потом резко спровоцировали рецессию, после этого они делали резкое смягчение, и тут же инфляция перекрыла вообще все достижения.
И все вот боятся типа вот этой даты, вот этого сценария 1970 года. Типа как бы вот ФРС опять не попала в эту ловушку. Поэтому все склоняются к тому, что на самом деле рынок, конечно, боится и не хочет, как говорится, хочет расти вверх. Но мы понимаем, что если повышается ставка, растет доллар, укрепление доллара – это падение рынка. Это однозначно. Тут как бы процессы просто тупо, как говорится, взаимосвязаны. Это аксиома, тут как бы даже не надо ничего особо там, как говорится, искать каких-то еще дополнительных подтверждений. Так вот, в этой ситуации получается, что, конечно, ФРС наиболее вероятно все-таки будет более жестким. И политику, скорее всего, несмотря на то, что Паул, скорее всего, попытается это сделать как-то более мягко, как бы там, да, вот эту вот мягкую посадку, так называемую, совершить. То есть он, наверное, в тоне будет говорить про какие-нибудь опять округлые углы, рассказывая про то, что они там будут следить, они будут смотреть, они будут реагировать и так далее. Но в целом весь все равно, как бы, скажем так, здравое, я так понимаю, аналитическое сообщество, они закладывают, что ФРС будет жестким. И типа, в принципе, аналитики как бы и считают, что это правильно, потому что при той борьбе с инфляцией, которая сейчас происходит, а я так понимаю, что если все-таки смотреть ту информацию, которую они не публикуют, а по факту это по поводу сокращения бюджета, короче, как он называется-то, ФРСный, опять забыл уже, сейчас, секундочку, баланса, баланса сокращения. Оно на самом деле сейчас не происходит. То есть они вот говорили об этом, но по факту они его не сокращают. И эта ситуация, при том, что они все время там выдают деньги на ту же Украину, она однозначно говорит о том, что бабки, значит, либо печатаются, и потом их, я не знаю, там обеспечивают те же военные заказы, там еще что-то. Но факт в том, что они сейчас не сокращают баланс. Он продолжает дуться, а значит, инфляция будет продолжать. Поэтому надо четко вот этот момент понимать, готовиться сегодня. Есть большая вероятность, что вот этот весь позитив очень быстро закончится крупным негативом. И сегодня надо быть очень осторожными. Может быть, даже они обманут, может быть, даже там чуть подтянут еще выше, а потом могут резко развернуть. В общем, сегодня я оцениваю вероятность негативного сценария больше, чем позитивного. Вот так я скажу. Вот, потому что, еще раз говорю, все признаки, все, скажем так, те события, которые за это время происходят, плюс мы знаем, что уже все, отчеты отыгрались, как говорится, подушки как таковой нету, рынок оценивает чисто вот что, собственно говоря, будет ФРС. Будут они до конца года уже не поднимать ставки или там в конце Нового года, или все-таки, как говорится, будут продолжать. И тогда, естественно, это однозначно будет давить на рынок. Это надо момент учитывать четко. Значит, смотрите, нефть тоже завел, в принципе, не нефть, десятилетки заняли, в принципе, положение как раз прям, чтобы им осталось подняться там 3,2, 3,3, опять восстановить эти пиковые значения, они как бы десятилетки тоже закладывают, что эта вероятность растет. Дальше смотрим. По нефти, господа, около соточки мы так и стоим. Естественно, мы пока не уходим за 102-104. То есть тут понятное дело, что здесь закладывается риск вероятности дальнейшего повышения ставки тоже. Но тут уже вступила в игру ОПЕК. ОПЕКа плюс, они все-таки... Иранская сделка, кстати, тоже там получается, как я понял, и американцы там отвергли какие-то, так сказать, требования от Ирана, и Иран отверг требования американцев. Ну, в общем, все как обычно. Ничего не меняется. Они просто эту сделку достали, но по факту, я думаю, никакого на данный момент соглашения не будет. Если только вдруг неожиданно цены на нефть прям пойдут резко-резко вверх. Вот это надо момент учитывать, что они могут это еще раз сделать и опять тогда уже попытаться даже договориться. Потому что американцы будут всячески пытаться давить на нефть. Это надо учитывать. Они это сдерживать будут. Но мы как видим, что ОПЕК однозначно интересует цены как минимум выше 100. То есть 100 их устраивает, ниже 100 уже не устраивает. Поэтому вероятность того, что все-таки нефть будет ходить вокруг 100, она как бы сохраняется. Да? Дальше поехали. По золоту, естественно, я думаю, это 1820. Однозначно, я больше чем уверен, что это будет туда возврат. Значит, по S&P я уже сказал. По фьючу мы видим сейчас откат на 480. Но это все равно, это говорит о том, что они вчера вот пытались 180 пробить. Мы все ждали, уйдут и не уйдут. В итоге они пробили. И теперь это обратное закрепление. Уже на 180. До этого мы подходили под 180, а сейчас мы уже закрепляемся над 180. Но все это пока, еще раз говорю, чистой воды ожидания. Здесь дальше по NASDAQ 12700, я так понимаю, наверное, он уже даже зашел. Если уже... нет, если вчера у нас было закрытие
по S&P на 4200, то он, в принципе, и здесь. А, соответственно, если сейчас, грубо говоря, S&P откатил, то он где-нибудь до 12600. Вот здесь немножечко он отошел, где-нибудь на уровне недельной коррекции. То есть не очень глубоко. Не 12400, где-то 12600, скорее всего, NASDAQ. По Расселу, соответственно, тоже где-то в районе 1900 50 где-нибудь, 940, ну, наверное, вот так вот, где-то вот здесь он, наверное, будет сейчас находиться, если как бы в этих же значениях откроемся. Индекс РТС, ну, тут все понятно, ниточка, да, то есть тут все понятно. Чистой воды ожидания, по Мосбирже та же история. Все то же самое, все прям эти ниточки, вот они, 2 дня ожидания, это Джексон Холл, это ФРС, господа, это только они, вот они, собственно говоря, сейчас и ждут. Там, собственно говоря, все и определится. Доллар-рубль, понятное дело, естественно, так и должно быть. Я, кстати, ждал, что 60 будет удержан, так оно и произошло, 60 он и так и держит. И, в принципе, естественно, 61,5-62. И потом 63,5, 64. Это то, что я жду. И доллар уже, я думаю, все, уже пошел вверх, как бы. То есть тут, тем более 25 августа все закончилось вчера. Соответственно, вот этот вот пик экспортной продажи выручки закончился. Экспортеры перестают уже продавать, считай. И дальше уже все. Ожидание, соответственно, бюджетного нового правила. Дальше сентябрьские закупки Центробанка в интервенциях. Плюс, соответственно, импорт, закупка. Ну, то есть уже все. Там уже начинается новая жизнь, как говорится. И курс начнет уже, естественно, пойдет вверх. Так, евро-рубль. Здесь тоже ожидания. Не видел, кстати, что там у них. Они, по-моему, только в четверг, только в пятницу должны были протоколы опубликовать, но я за ним не следил. И так много информации, уже голова пухнет. Так, по биткоину, господа, тут все понятно. 22 тысячи, естественно, ждем на возврат. Но, ну, я думаю даже, что если там ФРС выступит достаточно жестко, допустим, я думаю, что все равно 22 тысячи он постарается вернуть. На 24 тысячи будет крайне маловероятно. Ну, а если, я не знаю, там, если только ФРС там прям очень жестко как-то выступит, вот тогда 18 тысяч может нарисовать. И поддержка там, в принципе, есть. Так, теперь давайте быстренько, так как у нас это все-таки короткий прямой, да, где у нас российский рынок, один момент, российский рынок, вот он. Значит, смотрите, по теньку, ну, тут тоже ожидания. Тоже 26 у нас все правильно, дата совпадает, просто бывает, что инвестинг не догружает. Вот смотрите, 2640 пока не на пробой, ну и такая граница, на самом деле, которая позволит упасть на 2400, например, если будут какие-то негативные сценарии, то может резко и упасть. Тут никакая не техника, чистой воды фундаментал, просто ожидание, не более того. Сбер тоже, обратите внимание, подсел. Была вот на этой новости, когда он на вебе немножко вышел за 130, откат на 120, на 128, прямо вот на недельную коррекцию, ничего критичного, чистой воды ожидания. Чистой воды ожидания. Роснефть то же самое, все в ожидании. Все замерли в ожидании. Газпром, та же история. Там с турбинами тоже, с этими 5 турбинами, там тоже история, там непонятно. Эти говорят, что мы готовы. Газпром говорит, а где доказательства и так далее. И вот они понеслась. И, короче говоря, пока здесь тоже момент ожидания. Так, Яндекс. Мы уже знаем, в чем причина была, почему они ждали 2000, почему пробили и почему пошли. Сейчас идет фактически реорганизация. Яндекс забирает то, что близко ему. Delivery Club, отдает в то же время Яндекс.Дзен и отдает новости ВКонтакте. Я думаю, в принципе, наверное, это правильное решение, потому что у Яндекса своя сеть как раз связанная с картами, там, навигацией и прочее, то есть доставки пищи и так далее, это как раз вот тема их вполне можно, как говорится, как и такси и так далее. Вот, у них готовая вся инфраструктура. Вот и Яндекс.Дзен, он как-то, конечно, действительно работал криво, особенно в последнее время, они что-то вообще отвратительно вообще работал, и вообще я считаю, что на ним надо очень сильно работать, там вообще все неправильно и работает, политика неправильная. Вот, будем надеяться, что там какие-то тоже изменения будут. Но, в общем, Яндекс, короче, пошел, естественно, вверх, и тоже в моменте сейчас ожидания. На 2000 он, считай, фактически закрепился. Ну и я даже думаю, что там какой-то сильной реакции вниз, наверное, не будет. Даже, скорее всего. Это будет для нашего российского рынка, я думаю, мы просто продолжим движение и все. То есть посмотрят общую реакцию, но в целом, я думаю, просто продолжат. Озон, соответственно, та же самая история. Попытки выйти за 1525, тоже в моменте ожидания. По тренду прям четко держится, никуда не падает, все нормально. По полиметаллу та же история, чистой воды ожидания.
Ну, в общем, все ждут, господа, все ждут, можно подвести просто одну черту, все ждут. Никель, обратите внимание, отошел прям 26, да, все правильно, прям на поддержку по тренду, простите, на проекцию, которая сформировала хорошую поддержку, вот ровненько на ней подсел. Ничего критичного, ожидания. Так, ну давайте теперь быстренько пробежимся непосредственно по запросам. Слава, что про Иркут? Что про Иркут? Что про Иркут? Что про Иркут? Про Иркут там, я тебе говорю, это корпорация, которая, оказывается, создала и Джет 100, и Суперсухой. Суперджет, МАЗ-21. Да, это на самом деле очень перспективная компания, при том, что если учесть, что в этой ситуации с вот этим санкционным нашим режимом, и когда фактически авиация наша как раз сейчас является одной из, скажем так, основной отрасли, которую государство будет поддерживать. Поэтому я думаю, что, конечно, у него все перспективы расти, по-любому. Вот эти все всплески связаны, скорее всего, то с поддержкой сектора, то не с поддержкой сектора, то там с заключением контрактов, например, на продажу самолетов, потом, допустим, там проблемы, которые, отзывы там и так далее. Там я смотрел просто новостную ленту за все годы, как говорится, что там у них было. Они, кстати, и сушки продавали, боевые самолеты. Вот, поэтому, в принципе, там, я говорю, там чистый фундаментал. Там надо прям смотреть за ней. Перспективы у нее однозначно, естественно, я больше чем уверен, очень хорошие. То есть рано или поздно все равно все это доведут до конца. Вариантов нет. Потому что... Чё? Нет, слушай, у Астра другая история. Там все-таки, как ни крути, в Америке там много кто еще может. Астра, а что? Астра тоже, я больше чем уверен, что она потом дальше пойдет. Ничего там с ней не произойдет все равно. Вот, да, есть какие-то... НДП-делись, это у них уже тикет поменялся. У кого? У НДП, например. СБС тоже не точно делисник. Ну, там все что угодно может, конечно, произойти. То есть это как бы понятное дело, что с точки зрения, скажем так, вот роста ставок и так далее, им тяжелее, конечно, как говорится, выживать, это понятно. Но в целом, я думаю, что, конечно, у России-то все равно пути не остается никакого, как только пытаться как-то адаптироваться к новым условиям. И авиация, естественно, в условиях вот этого всего, что там ее всю зажимали, конечно, будет и поддержки максимальной даваться этому сектору, и поиски обхода санкций и так далее. Поэтому, естественно, я думаю, там дорога только вверх потом. То есть сейчас вот на этих моментах пока просадки, ВЭБ, кстати, и заявил, вот я помню, что ВЭБ заявил о поддержке авиационному сектору, что они выделят, вот, возможно, на это была тоже реакция, не знаю, может быть, они заранее об этом знали, что такая ситуация может быть, естественно. Новости выходят тогда, когда это уже, как говорится, отработано, вот, поэтому... Как бы, я думаю, что с этим это все связано. И сейчас, чем больше будет новостей там, с поддержкой авиации и прочее, он, я думаю, естественно, пойдет вверх. Поэтому сильно припасть, я думаю, не поговорили на этот счет. Он сказал, что все всплески были без фундаментала. Вот эти все всплески, которые последний всплеск, он был без фундаментала. Там очень большая проблема с цепочкой поставок. Вот, и поэтому, когда борт будет введен в эксплуатацию, вообще интересно. Ну, там они как бы это, с материалами, насколько я знаю, с теми же крыльями там разобрались. Там была проблема с крыльями, они в свое время там пытались это заменить. В итоге вышли на полностью российский вариант. И двигатели, кстати, тоже, по-моему, заменили в итоге на российский. В общем, постепенно идет замена всех этих элементной базы. И я думаю, что рано или поздно, плюс надо не забывать, что в той же Белоруссии там наверняка, может быть, что-то будет найдено. Плюс Иран, у Ирана, между прочим, они уже долгое время под санкциями, как раз авиационные все запчасти делают уже. То есть у них как бы там это наработки есть. И плюс еще это, между прочим, я думаю, что на той же Украине, там тоже есть же производства авиационные. И там... Антонов, да. Но поэтому... Иран нет. Иран, вопрос не в запчастях. Понятно, параллельный импорт есть, но я просто в целом говорю. Там проблема для самолетов, самая главная проблема, это программное обеспечение. Потому что все, скажем так, все самолеты летают не из-за того, что у него есть штурвал, крылья и двигателя, а потому что там есть программное обеспечение, которое позволяет тому же самому Airbus взлетать и садиться самостоятельно. И те же самые аэропорты у нас все построены исключительно под автоматику. А без автоматики сейчас уже аэропорт не существует, поэтому, соответственно, если у тебя нет программного обеспечения под Airbus или под Boeing, то далеко никуда не улетит.
и эти, как называется, и все эти детали из Ирана, Ирака и даже Боливии, они пустуют. Вот. А так не возят, мне сказали ребята из одной авиакомпании, что все возят нормально. Я думаю, все это вопрос времени, просто может быть не так быстро, но это, я думаю, все будет решаться. Я думаю, с этим проблем все равно не будет. А если это решится, то тогда я путаю вообще конец. Конец компании ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, зачем нужен 21 МС, если есть Airbus. Нет, ну, слушай, во-первых, как ни крути, знаешь как, когда, как говорится, обжегся об молоко, потом дуешь на воду. Я думаю, что в этой ситуации все уже как бы четко понимают, что какая бы там ситуация потом не поменялась бы, но свое надо будет делать. Свое надо Да, будет делать. только вопрос своего, ну, это сейчас можно длительная форма, я просто в двух словах объясню, что я имею в виду. Новый борт, новая компания, новые технологии отечественного производства, не факт, что это будет стабильно летать, я в этом смысле. Упадет раз, упадет два, снимут вообще, закроют проект окончательно. Airbus хотя бы летает на много лет, там, и Boeing летает, у нас там Илюшины летают, там, 96 до сих пор стоит. Слушай, ну, извини меня, сколько было проблем с MX Боинга? Макс 700, какой он там был? Сколько было проблем? 2 катастрофы, о чем ты говоришь? Это такая, на самом деле, сфера, где могут у кого угодно, что угодно выстрелить. Это понятно, но нет, там можно как угодно, Слав. Я сейчас не на споре, я просто говорю к тому, что новый город, там, ну, грубо говоря, там не проблемный, возможно, проблемный. И либо стабильный, который там, вот 747, там, во-первых, проблема в том, что не было квалификации у наших пилотов. У него есть автоматическое опускание закрылок при резком снижении, поднятие. То есть он автоматически на воздушной волне начинает подниматься наверх, а наши начинают, наоборот, штурвалом работать в обратную сторону. Поэтому Да. катастрофы и были. Да, Ну вот. это как раз вопрос адаптации. Но я тебе еще раз говорю, вопрос не в этом. Вопрос в том, что сам, скажем, компания, которая вот сейчас занимается тем, что фактически вводит наши новые самолеты, у нее по-любому перспективы, я думаю, будут однозначно на рост. Вот мое мнение. Ничего там не Ну, закроют. если санкции будут, да, поддерживаю, 100%. Санкции будут, 100% все будет хорошо. Да, Вообще, даже не сомневаюсь. поэтому как бы вот, короче, за Иркутом надо следить за новостями, это однозначно. За новостями надо следить. Так, значит, по застройщикам. Да, пожалуйста, по застройщикам, Алексей, в принципе, я так понял, там тоже, естественно, все это дело будет ну, как бы будут поддерживать наше государство. Именно сейчас вот ВЭБ тоже заявил, что в том числе и там они тоже будут, соответственно, давать, как говорится, аккредитацию. Поэтому я думаю, я не видел пока застройщиков, особо не смотрел за ними. Но в целом, я думаю, что вообще весь российский рынок уже, так скажем, среднесрочная, долгосрочная перспектива однозначно можно было уже давно набирать. Я уже об этом говорил, еще когда вот этот был спад, я вам говорил, что больше вниз мы глубоко не уйдем. Я уже тогда говорил, что на российские компании надо просто брать, но не ждать от них какого-то быстрого прям роста. А восстановление однозначно, я вам говорил, что на этом можно будет заработать. Однозначно, даже просто на восстановление. Вот. А вот рост уже там, конечно, будет уже посложнее. И вот тот же Озон, там Яндекс, они все продемонстрировали, что именно возврат, просто не рост, а именно возврат где были, а он происходит очень довольно быстро. Поэтому вообще российские все компании, они сейчас уже, скорее всего, те, кто еще, как говорится, не отыграли полностью и до СВО, там есть куда еще возвращаться, вполне можно рассматривать на подбор. Я не знаю, застройщика надо посмотреть конкретно графики, но в целом я думаю, что однозначно там тоже картина такая же. Так, господа, ну что, в принципе, наверное, если есть в голосовом вопросе, тяните руку, я дам. Если нет, тогда на этом мы заканчиваем. Дальше уже ждем Паула. И после 5 вечера, уже к вечеру выйдем. И все, посмотрим, чем все закончится. А так просто сейчас будьте осторожны. Лучше, конечно, даже быть на заборах. Мы, может быть, персоналки сегодня попытаемся поторговать. Потому что нам, в принципе, все равно, что падать будет, что расти. Мы будем сразу реагировать. Вот. Но в целом, как бы, пока лучше подождать. Так, ну, тогда, господа, заканчиваем, да? Все, тогда вопросов нет. Все ответил. Ждем. Ждем.